Добрый день, добрый вечер, доброй ночи. С вами я, Вивьена. И вот я с вами в эфире. Да, я болела, кто у меня в группе Телеграм знают. Еще не до конца выздоровела, немножко еще в нос говорю. Ну, вот так вот вирус где-то схватила. Хороший вирус такой, хороший. Ну, что-то где-то натворила, поэтому болезнь немножечко схватила. Болезни не даются просто так, это всегда есть психоматика. Когда простудные заболевания, вирусные, простудные, ОРВ, ОРЗ, это всегда говорит о том, что человеку не хватает ласки, любви, вот чего-то такого очень хочется ему. Вполне возможно, я это сказала и в группе Телеграм. А сегодня у нас будет такой расклад. Про него же мы на втором канале. Про него же, про любимого. У него проблемы. Верить ему или нет? Что его сейчас беспокоит? И смотреть мы будем на красном рисе. Арабское, очень четкое гадание на красном рисе. Я уже говорила. Не бурый, не какой-то красный рис. Такой неочищенный специальный рис. Его употребляют и в пищу. А также на нем всегда смотрели на будущее. И мы сейчас с вами тоже посмотрим, а потом посмотрим еще на этих Таро, на книге перемен, на восточном Таро, так называется книга перемен, японская. Так, давайте будем смотреть. А теперь успокоились, представили человека. Сейчас мы посмотрим сначала его как характеристику. Вот я прям вот так вот буду, что у него сейчас. Представили человека, отложили все, думаем о нем, представляем его с открытыми глазами, что у него сейчас. Да, у него сейчас, мы же смотрим, что его беспокоит, у него проблемы, да, у него проблемы. И он не знает, что делать, да, ему сейчас чего-то трудновато. Что у него? Знаете, он бы хотел бы все разрешить, но что-то еще силенок маловато. Злоба есть, а силенок нет. Что у него еще внутри? Ну, знаете, что он бы очень хотел или какой-то семейной опоры, или семейного благополучия, или он бы очень хотел бы, чтобы какие-то деньги к нему пришли. Беспокоит его очень. Возможно, у человека есть какие-то долги, что-нибудь такое, что он должен, и ему очень важно, он не знает, как это решить. Боевыми действиями, просто мечом махать, ну, это не получится. Что еще у него как бы энергетически, не как бы, а на самом деле, ну да, очень много тайн, которые он скрывает. Ну, у некоторых это может быть и воздействие на человека. Карта Луна, все время вранье. И воет на Луну, воет. Тяжко ему сейчас, да. Ну и давайте смотреть теперь на рисе. Так. Вот у нас рис. Мы сейчас его посыпем сюда. Вот так. И начнем смотреть. Потом я буду откладывать его сюда. Так, ну давайте, загадали человека. У него проблемы, его что-то беспокоит. Можно ли ему верить? Можно ли верить? Так, я вот этой рукой, потому что тогда... Можно ли ему верить? Можно ли ему верить? Так, придвинем камеру сюда, чтобы было уже близко. Можно ли ему верить? То, что проблемы у человека, да, это проблемы у человека есть. Проблемы есть, вот видите, здесь зернышко белое попалось. Он в каких-то ситуациях получился как белая ворона. То ли он сам наврал и наврал неудачно, то ли его выставили белой вороной такой на все, даже на все посмешище. И здесь действительно у него есть какие-то вещи у него есть, что это связано с материальным. Связано с материальным. У него закрыты сейчас пути дороги. Есть огромное препятствие. Препятствие со стороны очень хитрого, богатого, ну, может быть, жадного человека.
или богатый, или жадный. Может быть, и богатый, и жадный в одном флаконе. Хотя этот человек тоже сам как крот. Он тоже свое-то не любит отдавать. Поэтому здесь он сейчас хитрит, как бы ему вот чего-то бы избежать. Но он еще, знаете, какой? Он вот вам лично, вот вам он подбирает и завирается. Подбирает и завирается. Проблемы у него есть, проблемы есть еще у него личного характера. Я могу сказать, что он свои проблемы вам выставляет, чтобы вы его пожалели, манипулирует, чтобы взять у вас энергию. Но знаете, у него что идет? У него любовь не от эмоций и чувств. У него любовь немножко другого характера. Ну, может, по-другому и не умеет. Сейчас мы еще посмотрим. Там еще на картах. Что еще его? Его действительно беспокоят материальные какие-то хлопоты. Его беспокоят какие-то органы. Ну, органы государственные, там, военные, муниципальные. Он чего-то очень боится. И он бы хотел куда-то сбежать, убежать, может быть, и под ваше крылышко. Но он, говорю, он завирается. И тут единственное, что нельзя верить, он может у вас, допустим, у вас попросить средства какие-то, помочь. Ну, моя рекомендация, сейчас мы посмотрим, ну, моя рекомендация всегда, мужчинам никогда ничего нельзя давать, взрослым мужчинам, даже взрослым своим детям. Надо ли ему давать, если он будет просить о материальной помощи? Карта отшельник. Нет. Вам говорится, что тоже все свое несу с собой. Другому не отдаю. Пусть сам разгребается. А у него идет сам разгребайся со своими проблемами. Так, давайте еще посмотрим, что у нас тут Рис скажет. Сейчас мы вот так его насыпем. Ой, еще одна перышко. Так, сейчас мы рассыпем, насыпем и спросим его. Можно ли тебе верить? Можно ли тебе верить? Можно ли тебе верить? Скажи, расскажи, можно ли тебе верить, загаданный человек? Я вам еще раз говорю, и тут также вышло, что у него есть какие-то, ну, сердечные какие-то дела, верить в этом нельзя. То, что у него действительно какие-то проблемы есть, но он эти проблемы увеличивает. То есть из мухи делает слона. Вам он представляет, что это мамонт прямо, чтобы вы пожалели, расплакались, пожалели. И что у него еще? Есть еще женщина какая-то, на которую он тоже рассчитывает. И я вам уже сказала, что есть мужчина, с которым бы он хотел бы иметь дело. Так, сейчас мы еще вот... А что он думает о вас? Что он думает о вас? А о вас он что думает? Что ты думаешь о человеке? Кто смотрит видео, что он о вас думает? О вас он думает, что он вас танцами, плясками, барабасками, бабасками, он вас может охмурить. Вот видите, как он будет говорить, я тебя... Или люблю, или пожалуйста, или как на коленях стоит. Прям, вот он, видите. А на самом деле-то голова-то петушиная. О, петух какой. Так что особо не верьте. Проблемы-то есть у человека, есть. И да, ему надо сказать, давай, начинай, разрешай, ставь цели, разрешай свои проблемы, задачи ставь. И придешь к выходу, потому что выход у него есть, но он хочет получить через кого-то другого и через вас. Может, через вас материальными средствами, эмоциональными средствами, силой, которая у вас есть женская. Но вот на 100% верить нельзя, потому что он, знаете, он думает, что этими манипуляциями, тут трилистник получился, этими манипуляциями
Он вас завоюет, охмурит, уши ваши завернутся в трубочку, вы поверите и дадите ему все, чего ему надо, и материальное, и физическое, и духовное. Он может от вас взять энергию, каким энергию? Чтобы вы с ним были. Мужчины так поступают. Завираются, такое вот наговаривают, женщина размякнет. Ну как же, миленький, ну все, я растопырилась для тебя. Поэтому здесь особо не верьте. Потому что, видите, здесь четко петушиная голова. Вот он. Вот петух прям. Вот он. Посмотрите, увидите прям. Напишите в комментариях, вы видите этого петуха, который на одной ножке и вроде как и на коленях. Но на самом деле это не совсем правда. Давайте будем смотреть дальше. Теперь мы будем смотреть. Я сейчас уберу вот это. И мы посмотрим еще на... Все карты вышли, да. Мы посмотрим еще про него. Можно ли ему верить, то, что правду ли он говорит, что у него такие проблемы запроблемношные? Можно ли ему верить? Давайте смотреть. Есть действительно у него такие проблемы? Да, проблемы есть, они действительно могут быть и материального характера, и духовного характера. Видите, как карта получилась, убыль. Так, а верить-то можно, что он говорит? Ну да, вы видите, то, что я вам сказала, у меня идет поток информации. Но мы говорим это из хроники Акаши. У меня идет из информационного поля. И вот этим рисом, кофе, металлом, свинцом, я на свинце еще, знаете, гадаю, на воске, это само собой. Картами мы просто подтверждаем истинность информации. Так, да, он очень много преувеличивает. Очень много у него есть препятствий, и он хочет эти препятствия преодолеть с помощью вас. Чтоб кто-то за него вот потащил. Он бы маленький мешочек тащил бы с какашками, а на другого человека, на вас или на кого-то, ну на вас, потому что мы смотрим на... Он бы взвалил бы все вот эти мешки с гуаном и с камнями, чтобы вы донесли там до финиша. Так, какие у него проблемы? Мы одну посмотрели. Да, возможно, человек вам может написать, посетить вас или каким-то образом о себе заявить, что он будет вами манипулировать, потому что ему нужно что-то получить. Да, он даже, может быть, прям все, и завтра... Кто не замужем, и завтра в ЗАГС, и мы после как-то все разрешится, все, и мы поженимся. Или просто будет вам говорить, что ты моя самая-самая-самая. Я подарю тебе все звезды во вселенной. А потом вы будете горшки от каши отмывать. Да, и знаете для чего? Проблемы у человека есть, но ему надо их разрешить, чтобы стать опять свободным. А вы ему... Он считает, что вы сделаете такое. Он вами поманипулирует. Вы пожалитесь, поможете ему. И он опять... Извиняюсь, видите, еще кашель. И вы опять дадите ему вольность и свободу. И опять на круги своя. То есть я могу вам сказать, что верить этому человеку особо нельзя. У кого-то он может взять материальное, как я сказала, у кого-то он может взять физическое, телесное, потому что женщина дает такую силу в физическом соединении. А у кого-то материальное, да. И все, и вот взять сияние, взять ваш свет и себе сделать ублажение и пойти вперед. Да, и у него будет выход тогда. И он на 200% рассчитывает, что вы это сделаете. Потому что он знает, что он приплывет к вам, к такой необыкновенной лебедь, этот белый, белокрылый, к Паве. И так вам начнет чего-то лопотать, что вы поверите. А потом повернется к вам спиной.
обладание произойдет, сделает то, что ему надо, и повернется к вам спиной. Это доставит ему радость, он обрадуется и станет вольно, как птица, дальше лететь. А дальше уже будет обычная его манипуляция, обычное его поведение. Поэтому будьте осторожны. У человека действительно есть, и сейчас действительно есть какие-то проблемы, какие-то, можно даже сказать, где-то беды. Но он хочет это все решить не своими собственными руками, а еще за счет других людей и за счет вас тоже. Еще он хочет это решить за счет какого-то человека, я вам сказала. За счет какого человека, кроме вас? С которым когда-то все... За счет какого-то, да, вот мужчины, который я сказала, богатый, но жадный. Но он когда-то с ним то ли поругался, то ли конфликт какой-то. Может быть, это коллега по работе, может быть, его соучастник какой-то в бизнесе. Но он когда-то с ним что-то разорвал. Там была ссора. Но он хочет теперь тоже повернуть, чтобы у того что-то помочь. Или он этому человеку что-то обязан сделать. Но он уже... Вряд ли этот человек, может быть, что-то ему даст, потому что он ему уже не верит, а вы еще верите. Вот он еще надеется еще на одного человека. Ну, надо... На Бога надейся, на кого-то надейся, но сам не плашай. Что еще он нам скажет? Да, вот видите, опять вышла та же карта, которая в начале. У него действительно есть над чем подумать, и он не знает, как этот забор перейти. Он опирается на посох, но посох пока не дает ему подойти к победе, потому что он решил, что кто-то ему должен в этом помочь. Он всегда считает, ему все обязаны. Ну, такой у нас король-королевич, царей-королевичей, королев-королевин. Подписывайтесь в Телеграм. Большое спасибо вам за комментарии. Ставьте лайки, сердечки и пишите в комментариях. Принимаю, приобретаю. И что вы увидели в рисе? Увидели вы там именно петуха такого, который перед вами как бы наклонился? И в Телеграм все ссылки, мои контакты, все находятся в описании. Кому надо лично, пожалуйста, обращайтесь за чистками, за раскладами, предсказаниями. Вы любите называть это расклады. Предсказаниями +995 593 36 95 44. Пока-пока. С вами была Вивьена. До новых встреч.